Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 21 по 31 января, до конца января месяца. Давайте с вами узнаем, каковы подсказки карты. У нас сегодня две колоды. Первая – это оракул Ленорман. Мы не задаем вопросы, просто достанем 4 карты и посмотрим, как будут разворачиваться события, ну или какие подсказки к нам придут через карты. И вторая колода Таро Светлого Провидца. Мы достанем первую карту Таро «Неожиданность». Вот с какими неожиданностями мы можем столкнуться в эти 10 дней. Раскроем по основным сферам жизни, узнаем, в чем ваша сила будет в эти 10 дней, какой для вас приоритет, где, может быть, максимально нужно приложить усилия. Итак, давайте останемся реалистами, безусловно, потому что любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, какой-то пазл у вас сложится. Ведь когда мы смотрим общие прогнозы, каждый из нас думает именно о своей какой-то ситуации. Вот соединим наши задачи и подсказки Таро. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, события ближайшего будущего. 4 карты. С чем это может быть связано? Или какая сфера жизни? Что может прийти на ваш порог? Или в вашу жизнь? Каковы события ближайших дней? Вторая колода Таро. Первая карта – неожиданность. С чем это связано? А может быть, не будет никаких неожиданностей. Будут, наоборот, приятные сюрпризы. Астрологически для вас это должен быть относительно спокойный период жизни. Ну, понятно, не всегда далеко. Кстати, с астрологией, как и наша судьба, где-то совпадает, так и карты Таро. Потому что есть что-то, то, что, ну, как высшие силы, которые распоряжаются или ставят нас, или перед нами какие-то задачи, которые, ну, нас могут тоже завести в какой-то тупик. Ну, давайте, неожиданность. В чем ваша сила? В чем ваш приоритет? Что вам будет лучше всего удаваться? Или с помощью чего, каких энергий вы решите какие-то вопросы для себя? И основные сферы жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы. Энергия денег. Что на личную жизнь, скажут карты. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте узнавать. Всадник. И, кстати, перемены, дважды какие-то перемены могут быть по части личной жизни. Все же в оракуле это больше карта говорит о наших личных чувствах или чувствах какого-то человека к вам. Может быть, это вопросы, связанные с переездом. Вообще, очень позитивное значение карты. Мы занимаемся тем, что нам приятно, или тем, что нам нравится. Или в ваш, мои дорогие скорпионы, адрес могут быть проявленные чувства, эмпатия, доброжелательность, может быть и так. Но, опять же, личная жизнь, она все-таки для вас имеет приоритет в эти 10 дней. Поэтому для тех, кто один или одна, уделите внимание своей личной жизни. Или задумайтесь, если вы уже на самом деле где-то устали от одиночества, или внутренне чувствуете себя, что да, я готов завершить какую-то прежнюю, может быть, историю, которая, ну, была с какими-то минусами или закончилась не самым радостным образом, ну, так значит, все равно мы идем вперед. И у нас два числа 9 и 36 изображены на этой карте, 9 перемены. Почему я сказала на пороге перемен. И если мы сложим 36, опять же получаем 9. Здесь, знаете, может быть основополагающая, я бы даже сказала, сфера личной жизни. Потому что с нее могут начаться очень позитивные перемены. И у кого-то вопросы, например, дома, недвижимости. Или где вы собираетесь проживать. Может быть, это и комфорт в вашем доме, в месте вашего пребывания. Или для кого-то переезд, все-таки всадник еще говорит о перемещении. И это может означать перемещение, когда вы решаете какие-то вопросы по документам. И тогда я могу предположить, что вы решите их положительно. Или, по крайней мере, сдвинете, может быть, какое-то дело, вопрос с мертвой точки. Вы останетесь в конечном итоге довольны. Или, может быть,
С личной жизни начинаются какие-то ваши грандиозные планы, но они, скорее всего, за собой подтянут и остальные сферы жизни тоже. События ближайшего будущего, но время новых планов и подведения итогов. Карта коса. С одной стороны, это сбор урожая. И для кого-то из вас, к примеру, может, кстати, эта карта свидетельствовать, что вы ждали какой-то гонорар, конкретные деньги, урожай по проделанной работе. И если это прежде задерживалось, то, скорее всего, в эти 10 дней вы получите эти деньги или получите какой-то итог. С другой стороны, карта коса нам говорит все-таки коса, острие. И нужно быть в некоторых вопросах очень внимательным. Может быть, не обострить какую-то обстановку. Самому себе не навредить, кстати, куда-то не торопиться. К этому тоже призывает карта, чтобы не пораниться. Иными словами, существует какая-то составляющая в ваших делах, когда от вас потребуется осторожность. Вот это тоже. Но как итог, вы чем-то, правда, остаетесь довольны. Идем дальше. Ну, я уже сказала, события, которые находятся в вашем доме или касаются вашего жилища, или ваших домочадцев, ваших близких. По аркану дом – это всегда, ну, где-то наша нега, наша расслабленность, наш отдых. Может быть, для вас неспешный, я говорила, период. Уделите обязательно или найдите время отдохнуть хорошо, привести, как и мысли в порядок, может быть, и тело в порядок. А для кого-то и правда могут выйти на первый план не просто дела личной жизни, а которые связаны с оформлением документов по недвижимости. Может быть, еще и просто эта карта нам говорит и вверху число 4. Это некоторая уверенность, это якорь, это своеобразная база, которую вы уже заложили, и где-то почивать на лаврах вы можете. По крайней мере, в каком-то одном отрезке ваших вопросов, тем, задач, что-то у вас проясняется лучше. Или больше вы видите для себя какой-то перспективы, не случайно карта коса. Итог вы, правда, своеобразный подводите. Может быть, это и что-то завершится. Ну, тогда будет совершенно четко. Вы или можете понимать, или представлять, что я буду делать дальше. Какая-то обстановка у вас может проясниться в эти 10 дней. И это уже практически та перемена или вот тот переход между прошлым и будущим. И причем проходит это все в каких-то более добрых энергиях. А для кого-то из вас это правда ваш, может быть, любимый человек. Или если у вас семья, это ваши близкие, может быть, и ваши дети, ваш супруг или супруга. Больше взаимопонимания, больше каких-то приятных контактов, взаимоподдержки, безусловно, тоже, ну и где-то любви. Давайте посмотрим. Всячески благоприятная карта. Вот смотрите, коса, а внизу у нас метла. Итоги мы подводим. И всегда, когда мы подводим итоги, мы, ну так, раскладываем словно по полочкам свою жизнь, какой-то предыдущий этап жизни, и понимаем, что нам следует продолжать, от чего мы отказываемся или конкретно завершаем. И по завершению этого периода или, опять же, перемены как пороговое значение. Вот представьте, что вы открыли двери, и вы еще не вошли в какое-то помещение, но и возвращаться вы точно не будете. Вам еще следует переступить через этот порог, чтобы войти в это пространство. И вот своеобразное состояние в эти 10 дней вы можете внутренне испытывать. Да, прошлое уже отталкивается от вас, а будущее оно еще не отстроилось и непонятно. Возможно, какой-то путь придется пройти медленно, без спешки, для того, чтобы правильно оценить обстановку, правильно распределить свои силы, мои дорогие скорпионы. Но есть и то, что мы должны как мусор вымести из нашей жизни или избавиться от ментального, может быть, мусора, от того, что не служит прогрессу. Или то, что нас не вдохновляет. Возможно, у кого-то из вас, для тех, кто один или одна, прекрасное время как раз подвести в баланс свои собственные чувства, намерения и цели по части личной жизни, правда? Или, может быть, завершить в себе какой-то сеанс самокопания, когда вы могли сомневаться или кого-то ожидать. Так вот, не ждите того, кто не придет. Или если какая-то история не может быть продолжена, я могу предположить, что за период конца января могут возвращаться люди из прошлого.
или могут быть какие-то контакты с ними, но контакты могут быть разными. Поэтому если вы испытываете определенную долю эмпатии, и вторая сторона испытывает тоже э, или видит какое-то продолжение в ваших отношениях, тут могут возобновиться отношения. Но если это словно игра в одни ворота, когда хотите вы, а другая сторона не хочет, то тогда итоги, опять же, нужно подвести. Не пытаться заново притягивать что-то из прошлого, а именно избавляться от того, что уже теперь не имеет значения. Давайте перейдем к картам Таро. Неожиданность. Семерка мечей нам показан молодой человек, который, посмотрите, нож наготове, и при свете луны он куда-то торопится. И нужно быть очень осторожными. Называется карта вора, поэтому где-то не сглупить определенно стоит. Ну, видимо, есть та составляющая вашей жизни, когда вы не должны с чем-то просчитаться. Безусловно, семерка мечей – это карта манипуляций. Это может быть со стороны какого-то другого человека. Или где-то вам придется обходить, может быть, в отношениях острые углы. Это не обязательно будет касаться личной жизни, может быть, деловой сферы. Или тех нерешенных задач, по которым вам нужно как раз и подвести итог. И правда, для кого-то эта карта будет говорить: смотри в оба, будь внимателен к своим сумочкам, будь внимателен к паролям аккаунтов, к примеру, к платежным системам взаиморасчета или какому-то математическому, может быть, просчету, который вам необходим в эти 10 дней. Кто-то готовит важные документы, или вы хотите решить некоторые вопросы по поводу кредитов или с банками, или налоговые органы. Вот здесь нужно оставить все эмоции, и у вас это прекрасно получится. Наверное, решить какую-то задачу, может быть, некоторыми обходными путями. Это как неожиданность. Вы можете столкнуться с такой силой, когда кто-то в отношении вас действует не по закону. Или вы сталкиваетесь с тем, что для вас где-то неожиданно. Поэтому берегите себя, коса. Пораниться вы не должны. У вас достаточно будет, ну, может быть, и хитрости, может быть, и сил, и правильного видения где-то, и вашей замечательной, мои дорогие скорпионы, и интуиции выйти из любого положения достаточно сложного. Но, видимо, будут, нам не говорят в каких сферах жизни, у каждого, видимо, по-своему, будут те еще непредсказуемые моменты, или пусть это проиграется не у всех, а для кого-то это важно услышать, когда нужно, ну, смотреть в оба глаза, быть предельно внимательному, потому что не все золото, что блестит. Давайте посмотрим, в чем же ваша сила. Вы знаете, кому-то придется гасить буквально какой-то конфликт, и именно вы можете положить конец каким-то распрям или какой-то конфронтации. Может быть, вы решите, что конкретный человек может быть вам полезен. Это все-таки у вас две карты мечевые. И это рационализм. Здесь мы можем с чем-то не соглашаться категорически. Может своеобразная буря быть в нашей душе, потому что разум никак не может сопоставить, как произошло какое-то событие, или почему поступил человек именно таким образом. Но есть какая-то сфера вашей жизни или сложившаяся данность, с которой не состыкуются наши представления, может быть, о мире, о порядочности, о благородстве и реальными событиями. И тем не менее, оттолкнемся от реальных событий. Значит, если вы приходите к выводу, что что-то должно быть продолжено, пусть это дело или контакты с конкретным человеком, то тогда нивелировать эту конфронтацию во благо самому себе. Будь хитрее, будь изворотливее. Как раз выйдя из какого-то конфликта, почувствуй себя словно свободным. Нам человек на заднем плане показан, который уже словно освободился от какого-то эмоционального гнета. И в этом именно ваша сила. Вы можете нейтрализовать какой-то конфликт или какую-то сложную обстановку. Но вам, мои дорогие скорпионы, словно нужно сделать первый шаг. Я бы сказала, вам даже шагов не надо делать. Скорпиону достаточно посмотреть человеку в глаза и при этом, ну, по крайней мере, изобразить искреннюю улыбку. Но, глядя в глаза, ваш взгляд, мои дорогие скорпионы, он особенный.
Пользуйтесь, чем вас наделила природа. Это то, чем вы можете прежде, ну, как бы сомневаться или вообще об этом не знали. Я иногда в своих раскладах это говорю. Но это на самом деле взгляд Скорпиона. Он словно человека цепляет изнутри. А когда при этом еще присутствует улыбка, вы сразу располагаете к себе собеседника. Я говорила, что это должно быть именно искренним. По крайней мере, вам будет проще установить какие-то взаимоотношения или совершить какой-то важный разговор на чистоту, к примеру, или прояснить для себя какую-то обстановку. Ну вот, по крайней мере, в этом, повторюсь, ваша сила. Дела, работа, бизнес. Может быть, нужно завершить какую-то подвешенную ситуацию. Аркан повешенный нам говорит, что вы могли, к примеру, взять на себя какие-то обязательства, подписать какие-либо документы или попросту кому-то помогать. И, может быть, наступило время подведения итогов, когда вы должны освободиться от этих обязательств. По сути дела, выйти из какой-то ситуации жертвы, ведь это карта жертвенности. И вот эти две карты, пятерка и семерка мечей, они подтверждают как раз все то, что я говорила. Все это воедино, если мы связываем, то мы понимаем, что для того, чтобы идти вперед, а у вас дважды перемены, нам нужно завершить какую-то прежнюю историю. Ту, может быть, историю, подумайте, переложите этот тонкий нюанс, что вас беспокоит, мои дорогие скорпионы, что вам спокойно спать не дает, или то, что вас все время возвращает снова и снова к какой-то прежней ситуации. Она может быть решена, ну вот, наверное, одним взглядом и улыбкой. Вот я вижу по этим картам именно так. Может быть, каким-то и вашим просчетом или какой-то вашей пунктуальностью тоже, потому что все же семерка мечей призывает к какой-то детализации нас. Но это совершенно необходимо сделать, чтобы какая-то пауза или повторение прошлого у вас завершилось. На пороге уже будущее, причем очень даже доброе. Для кого-то из вас этот аркан будет попросту говорить не о каких-то глобальных, вот то, что я ранее сказала, проблемах или вопросах, а о том, что период именно этих 10 дней, он будет неспешный. Что-то вы не можете ускорить и вынуждены дожидаться какого-то документа или каких-либо соглашений, встречи, может быть, аудиенции по делам бизнеса, работы или у кого-то сдачи экзаменов, может быть, пересдавать приходится и доучить какой-то контекст, который выпал из зоны вашего внимания. Здесь у каждого по-своему, но завершить у вас к этому есть и силы, и возможности, и перемены вот эти, которые на пороге, они уже ждут. Когда же вы подведете эти итоги? Что же у нас по деньгам? Умеренность. 10 дней. Не могу сказать, что тут, наверное, у каждого по-своему. И с учетом аркана коса, который выпал в оракуле Ленорман, правда, для кого-то проиграется получение денег, но даже, может быть, в эти 10 дней не в ту дату, когда вы этого ожидаете. Тоже умеренность, опять же, спокойный ритм жизни, правда, тут совпадает с астрологией в том плане, что мы и сами не хотим торопиться, вы, мои дорогие. Может быть, какое-то выжидание у вас и должно закончиться, но я больше рассматриваю в том контексте, если была конфронтация или конфликт. Если мы берем просто деньги, то здесь может проиграться, ну, как знаете, удобный момент, иногда по аркану умеренности. Или какой-то случай, его величество случай, который мы не должны упустить. Но сказать, что мы тратим деньги, вот на получение, да, эта карта как раз сработает хорошо. Особенно по поводу того получения, который, ну, это как та сумма, которую действительно вы заработали своим трудом и по какой-то причине застопорилась приход этих денег. Вот здесь они придут. Но сами по себе, как манна с неба, нет, конечно, карта об этом не говорит. Но даже если кто-то из вас получает крупную сумму денег, и я вполне могу такое предположить, по аркану коса крупные деньги иногда проигрываются. С учетом аркана умеренности, ну пусть не в этой колоде, но есть такое значение в другой колоде, как что-то инновационное или как что-то к нам приходит совсем не тем путем, как мы этого предполагали. Но для кого-то еще и эта карта может означать новые способы заработка, когда вы для себя увидите какую-то возможность, и тогда этот аркан будет говорить, а ты раскрой пошире или
Детализируй какую-то свою мысль, идею, инсайт по части заработков. Не отказывайся, но и не рискуй собой. И будь внимателен, просчитай что-то. Но прежде чем сказать чему-то нет, может быть, да, именно по части, может быть, дополнительного дохода или решения какой-то материальной проблемы. Здесь может быть какой-то новый подход именно к финансовым вопросам. Спокойное течение жизни в основном, но крупные покупки, видимо, не в этот период. Удивительно, мои дорогие скорпионы, императрица выпадает на личную жизнь. У вас 3 старших аркана. Императрица тоже, кстати, никуда не торопится. Ей не свойственна какая-то спешка. У нее все размеренно, умеренно. И для кого-то из вас, мои дорогие девочки, вопросы дома, вопросы любви, вопросы ваших отношений, взаимоотношений, эмпатия по отношению к вам. Это забота, может быть, о вас. Кто-то, для кого это целесообразно и по возрасту, и по вашим поставленным целям, это состояние, когда вы ждете ребенка. Для мужчин это может означать очень важная женщина в вашей жизни, с которой вам хочется быть. Причем тогда это та, с которой вы себя чувствуете спокойно и уверенно, в которой вы не сомневаетесь, мои дорогие скорпионы, с которой вам и душой хорошо, и телом. Вот что-то подобное, правда, может проиграться, особенно с учетом аркана всадник. Может быть, вы сделаете первые шаги по направлению к такой женщине, если она присутствует в вашей жизни. Ну а для тех, кто один, самое время подумать, может быть, вас судьба с такой женщиной сведет в эти 10 дней. И может быть, кстати, семерка мечей, пятерка мечей говорит, что есть и конфликт, может быть, с такой персоной, которая для вас очень притягательна. Но произошло какое-то недопонимание. Тогда, если касается пятерка мечей, мы говорили, в чем ваша сильная позиция, погасить конфликт, значит, сами сделайте первый шаг. По крайней мере, я вижу, что вы не должны потерять тогда, если правда вас, ну, условно, душой тянет к какому-то человеку, но вот по какой-то причине мы не поняли друг друга, порой бывает по сущим пустякам, и тогда вот эти отношения точно следует продолжать. Или, опять же, переложите на составляющую вашей жизни, ведь иногда карта императрица будет говорить о том, что мы строим планы по части, например, нашего дома, недвижимости, потому что здесь сразу в одном аркане, как и личная жизнь может проходить, могут проходить вопросы финансов, и где-то это общая какая-то составляющая сразу всех сфер жизни, которая комплектует для вас какой-то совершенно новый другой статус. Может быть, это кто-то из вас задумается о переводе отношений на другой уровень. Или вы получите такое предложение, или вы вместе что-то будете планировать. Для кого-то будет планироваться переезд куда-то далеко. Для кого-то из вас я могу и такое предположить, как семейный бизнес. Потому что какая-то идея у вас есть новая, плодовитость по части императрицы на новые идеи, инсайты, она тоже присутствует. Самая разная палитра, но это в целом благополучие и новое качество жизни. Давайте совет откроем. Еще один старший аркан. У скорпиона всегда бывает что-то интересное. Правда, не позвольте своей, может быть, или настроенности на какой-то конфликт разрушить какую-то замечательную историю вашего успеха на долгий период времени. Эта карта тоже перемен, причем перемен скорых. Когда аркан колесница выпадает, у кого-то это может быть поездка, приезд человека к вам. Или когда вы должны завершить долгий период раздумья и, наконец, на что-то решиться. Положить конец, ну, может быть, каким-то спорам ненужным. И по аркану колесницы нам говорят только одно. Не оборачивайся назад, тебе отсюда только вперед. Встречай все будущее в любых номинациях, все то, что приходит на твой порог. В эти 10 дней вы можете получить какую-то информацию. Да, перепроверить ее определенно стоит, себя подстраховать тоже. Но это те перемены к успеху, которые мы не отменим. Тут само пространство Вселенная пытается для вас проложить какой-то наиболее счастливый фарватер судьбы. Перекладывайте на себя, мои дорогие и любимые скорпионы.
и будьте счастливы, будьте любимы всегда.